Всем привет! Продолжаем серию видео с тестированием китайских приманок с AliExpress. И сегодня у нас бананы китайские. Вот 3 банана. Кто сможет сказать, какой из них китайский, тому подарок. Нетривиальная задача. Ну, давайте я подскажу. Вот это у нас 1089. Это как раз китаец. Это Mukai Backstroke. Ну и как в прошлые разы, внешний осмотр. Как я говорил раньше, у воблеров один из важнейших параметров – это ширина лопатки. 1089. Ширина лопатки. Китаец. Визуально можно оценить, что ширина лопатки 1089 немного больше, чем у этого китайца. Ну и Mukai Backstroke. Лопатка еще меньше, чем у китайца. Ну, в соответствии с этим получим и соответствующую игру приманок. 1089 у нас будет играть вальяжно-размашисто. Широкая лопатка. Вот этот китаец тоже достаточно вальяжная, чуть поменьше, чем китаец. Ну и Mukai Backstroke самая такая низкоамплитудная и высокочастотная, то есть суетливая игра, назовем ее. Изначально я этот воблер сравнивал с Mukai Backstroke, но в комментариях писали о том, что он больше похож на 1089. Визуально мне все-таки кажется и по длине, и по форме тела он больше похож все-таки на Mukai Backstroke. Ну, ширина лопатки, конечно, побольше, чем у Mukai Backstroke. Но как-то визуально он все равно больше мне напоминал Mukai, поэтому я его упорно называл Мукаем. Хотя по игре он больше напоминает 1089. Более размашистые и низкочастотные колебания. Давайте сначала посмотрим фрагмент с одной из рыбалок, где была поимка как раз на этот китайский воблер. Интересные кадры получились с атакой прямо перед ногами, и визуально была атака рыбы. Красиво. Поклевок нет от слова совсем. Попробуем другие блесна. Или давайте попробуем воблер на приличной глубине провести. Нет, вот с этим все в порядке, играет нормально. Вот, надеюсь, было. Форель шла до самого берега и сантиметрах в 30 и в 40 снизу вверх аккуратно захватила воблер. Ух, надеюсь, будет видно это на камеру. Это было обалденно красиво. Воблеры тонущие, поэтому вес у них достаточно такой не критический, но важный параметр, который говорит о том, насколько быстро заглубляется воблер, на какой глубине его все-таки легче проводить, ближе к поверхности или ко дну. Посмотрим, кто сколько весит. Первый 1089. Вес 3,1 грамма. Второй китаец. Вес 2,7 округлим. И третий Mukai Backstroke 3,5 грамма. Ну, 3,4, 3,5. Это разница в весе 2,7 грамма
у китайца и 3,5 грамма у бэкстроука сказывается на проводке. Китаец идет повыше. Его легче удерживать в верхних слоях, в средних слоях. Бэкстроук, конечно, потяжелее. Он с большим весом проваливается быстрее и на большую глубину. Ну а теперь в ванну, в воду. Посмотрим, как играет 1089, как играет бэкстроук. Ну и что показывает наш китаец. Первый заплыв. Мукай бэкстроук против китайца. Замедляемся. Ну и на мой взгляд видно, что Мукай движется быстрее, более высокочастотно, то есть чаще колеблется, чем этот китаец. Этот китаец имеет более размашистую игру, и похожа она действительно больше на 1089. Сейчас мы с ним и сравним с 1089. Да, на мой взгляд, игра у 1089 чуть более размашистая, чем у этого китайца. Ну, в целом, мне игра нравится, то есть нормальная, хорошая игра. Так, ну и последний тест. Давайте посмотрим, что будут делать 1089 и китаец на паузе, и какую паузу лучше делать. Это была пауза с полной остановкой движения. То есть, когда немножко даже ослабляется натяжение шнура. Видно, что воблеры просто падают камнем вниз. Теперь давайте попробуем сохранить небольшое натяжение шнура, чтобы чуть-чуть подтаскивать на паузе воблер вперед. И посмотрим, чем будет отличаться игра. Ну что ж, подведем итог. Воблер играет. Игра нёра-нёра, средней размашистости. Ну, ближе к 1089, наверное, чем к Мукай бэкстроук. Играет хорошо. Падает, собственно, как и 1089, также камнем вниз, если полностью как бы ослабить шнур и снять напряжение со шнура. Если сохранять натяжение шнура, может быть, чуть-чуть подматывать катушечкой на паузе, совсем чуть-чуть выбирая слабину. Воблер начинает планировать уже вниз. Ну и, скорее всего, рыбе это будет поинтереснее. Поэтому, играя в стоп-н-гоу с воблером, имейте это в виду. На стопе надо чуть-чуть продолжать натяжение шнура держать. Ну, в целом, я рекомендую к покупке. Мне понравилось. У меня поимка на него была и красивая.
Всем привет! Увидимся в следующих видео.